Всем доброй ночи. Итак, я хочу подарить вам ритуал удачи, который называется «Обращение к балтийским богиням судьбы». О Балтийском пантеоне мы с вами отдельно поговорим. Это обширная тема, и многие боги и богини определенной функции соответствуют богам славянского пантеона. Но есть и весомые отличия. Однако сегодня я хочу вам подарить ритуал призыва 3 богинь судьбы. Их называют соратницами, их называют сестрами. В некоторых версиях считается, что это 3 лица одной богини, то есть 3 ипостаси одной богини. Ну, как бы там ни было, в Балтийском пантеоне 3 богини судьбы. Лаема, которая в переводе вообще это имя означает «мать счастья», то есть главенствующая богиня судьбы, та, которая дарует счастье. А счастье для каждого человека, как вы знаете, свое, да? Кто-то счастлив, имея много денег, кто-то счастлив, имея маленькую избушку, полную детей, кто-то счастлив, имея рядом любимого человека. У каждого свое счастье. Но в любом случае, как бы там ни было, Лаема есть мать счастья. Декла, которая дает семейный уют, семейное благополучие, рождение детей с ней связывают. И еще самое главное, помогает найти свою судьбу, свою вторую половинку. К ней в древние времена приходили народы Балтики, просили жениха, просили невесту, богатую, добрую душой, да, щедрую, хорошую и так далее. И карта. Это богиня, которая как бы отвечает за предсказание, та, которая предопределяет. Вообще прямой перевод этого имени означает «вещать». Слово «карта» ни о чем не говорит. На картах смотрим, да, на тех бумагах, которые вещают. Но позже карты стали игральные. Вначале-то они были созданы для предсказания. Кстати, слово «гадать», что в переводе означает гадываться, гадать, предсказать. Древнеримская богиня предсказания и сновидения Гады. И когда люди шли к ней как бы узнавать свою судьбу в ее храм или к ее жрецам, говорит: идем гадать или гадать. То есть мы идем к богине Гады, узнавать, ясновидеть. Вот отсюда слово гадание. Хотя я это слово не люблю. Когда мне говорят: вы гадаете, меня это злит. Потому что гадают цыганки на базарах. Позолоти-ка рученьку, яхонтовый мой. Мы предсказываем, смотрим, ясновидим, как хотите. Только слово «гадать» ко мне не применяйте. Это меня выводит, правда. Не люблю. Сравнивать меня с какими-то гадальщиками я не позволю. Потому что у меня совершенно иное. Мне самое иногда приятно, когда люди поражаются тому, насколько я вижу их судьбу, как будто жила с ними. А знаете, почему так происходит? Так происходит, потому что с годами, чем больше ты посвящаешь себе ремеслу, тем больше тебе дают. Тем сильнее твоя связь с мертвым миром. Особенно после того, что со мной произошло, я вообще, можно сказать, нахожусь на перепутье, да? Половина меня мертво. А значит, моя связь с мертвым миром намного сильнее. Именно поэтому многие предсказатели, многие ясновидцы были либо слепы, либо полуслепые, но в любом случае у них были проблемы с глазами. Итак, да, почему проблемы? Для того, чтобы они видели внутренним зрением, чтобы внешнее не мешало им принимать решения и видеть правду, истину. Вам нужно будет открыть окно, прочитать 6 раз
Но там есть припев, то есть четверостишье на латышском языке. Это тоже нужно читать 6 раз, после чего говорить свою просьбу. Но я по ходу вам объясню. Открывайте окно и читайте. После того, как вы получили это все, вы приносите 3 вида хлеба. Ну, например, там кусок булочки, кусок лаваша, кусок еще какого-то хлеба. Желательно черный, серый, белый хлеб. Где-то даже продают, знаете, такие. 3 монеты, можно десятки, если вы живете в других странах, можно вашу монету, да, которая у вас там находится. Если нет монеты, иногда спрашивают, что делать. Возьмите самую, значит, маленькую купюру, которая у вас в стране существует. И принесите 3 вида напитка. Например, водка, пиво и вино. И оставляйте под деревом, называя их имена. Оставляю богини Лайма, Декла и Карта. И благодарю. Откупилась. Отвернулись и ушли. Поскольку это 3 богини судьбы, и они будут исполнять вашу просьбу, они слышат и исполняют, поверьте мне. Просьбы должны касаться в основном материальных благ. В этом ритуале, который я вам дарю, это для всех. В таких просьбах люди, которые обычные были, да, не жрецы, не служители культа, они имели право просить определенные вещи, не все. Почему я, например, людям, которым дарю ритуалы, говорю, это для всех, я дарю то, что можно им, то, что у них сработает, действительно срабатывает. Потому что есть вещи, которые передавались через жрецов, которые имели право просить только жрецы. Ведь и в храмах, да, и в мечетях есть определенные помещения, куда нельзя зайти никому, кроме священнослужителя или муллы. В древние времена были места, куда нельзя было зайти никому, кроме жреца. То есть святая святых, алтарь. Нельзя и все, понимаете? Поэтому с определенными просьбами к ним можно обращаться. Но есть вещи, которые делались только через служителей, через этих людей, потому что это люди, которые много лет привыкали к энергиям этих сил, этого эгрегора. И для них это было не опасно. Чего не скажешь о простом человеке. Относитесь серьезно, потому что слово судьба, боги судьбы, богини судьбы, силы судьбы и так далее, это не шуточные силы. Ведь они определяют нашу жизнь. То, что у нас в жизни происходит, творится до конца нашей жизни. По сути, они руководят всем, что у нас происходит. И если вы что-то не так сделаете или сделаете, знаете, какую-то самодеятельность, сунетесь туда, куда нельзя, они могут очень жестоко вас за это наказать. Итак, в этом ритуале, в этом заговоре, в этой просьбе должно касаться в основном материальных благ, устройство на работу, например, да, удержаться, остаться на этой работе и так далее. То есть это материальное благо, это не устройство судьбы, это не встреча с любимым человеком, это не все на свете, не самая любимая мечта, нет. Здесь должны быть истинно материальное благо. Продаете что-то, попросите, чтобы у вас было много клиентов. Хотите что-то открыть, попросите, чтобы получилось, как вы хотите. Ресторан у вас, пусть у вас будет много посетителей. Я думаю, что вы меня поняли. Итак, открыть окно. Как откупиться, я вам изначально сказала. После того, как у вас получится, а у вас получится за короткое время. Это проверено. Все, что я вам дарю, я проверяла 1000 раз на себе, поэтому я знаю. Я говорю вам, что даже переписывая просто ритуал для того, чтобы вам передать, повторяя, перечитывая слова, оно у меня уже срабатывает даже без ничего, когда я просто хочу вам их передать. Я призову ветер из 7 дорог. Поднимитесь, ветры. Кружитесь, крылатые ветры. Услышьте мою просьбу, донесите до 3 богинь судьбы. О, 3 лика судьбы, 3 сестры, 3 соратницы, 3 матери счастья. Лайма, Декла, Карта, я обращаюсь к вам.
Здесь уже латышское идет. Здесь 6 раз на латышском языке. Dievietes, laima, izpildis, mans sapnis. 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 Кажется, 6 раз сказал. После этого говорите свою просьбу. Помогите мне, пожалуйста, в этом и в этом. Пусть у меня будет то, четко, ясно. Пусть у меня будет там, не знаю, что сказать сейчас. Скажу, завтра опять буду ездить за подарками. Пусть у меня будет много подарков. Вот, 6 раз. То есть 6 раз общие читать, и каждый раз по 6 раз в конце читать вот этот припев, четверостишье на латышском языке. Что в переводе примерно означает «богини счастья, исполните мою просьбу». Почему я говорю на языке латышском, можно было перевести и говорить на русском. Это их язык, он им родной, и они это понимают, и слышат быстрее. Понимаете? И к этому они привыкли тысячелетия. Когда вы просьбу свою сказали, говорите «истинно, заклято, исполнится». Все. После этого или закрывайте окно, если зимой будете призывать, тоже надо будет открыть окно обязательно, потому что вы обращаетесь к ветрам. Они как бы находятся на перепутье 7 ветров, они там живут. Они мчатся на просьбу человека на крыльях ветра, понимаете? Вот поэтому, поднимая ветра, просите их просьбу, значит, вы поднимаете те силы, которые близки к ним. Обращаясь к ним на латышском языке, вы напоминаете им их родную речь. То есть они быстрее реагируют и помогают. И так далее. Вот вам еще один ритуал в вашу копилку, да. Только не ленитесь. Если вы будете это делать регулярно, у вас все получится. Всем удачи!